Натолкнул на этот рассказ меня вот этот комментарий. Откуда такая непогрешимая уверенность в силу Советского Союза? Скорее всего, от незнания. Всем привет, меня зовут Ленка, и я хочу рассказать, как на самом деле Советский Союз пережил 3 дефолта. А после последнего и вовсе развалился. Действительно, впечатляюще успешная экономическая политика, не правда ли? Демонстративный отказ от выплат, как показывает история, приносит любой стране больше вреда, чем пользы, даже со всеми поправками на обстоятельства. Классический тому пример – решение Советской России не возвращать имперские долги. Выигрыш оказался крайне сомнительным и крайне негативно повлиял на историю страны. В начале 1918 года пришедшие к власти в Петербурге и Москве большевики оказались перед дилеммой. С одной стороны, финансово-экономическая ситуация в революционной стране была тяжелой, а идеологическая оппозиция требовала непризнания долгов перед капиталистической системой. С другой стороны, портить отношения с союзниками по Антанте, не укрепив свою позицию внутри страны, было чревато. В итоге большевистское правительство все-таки решило рискнуть, и 3 февраля был издан декрет об аннулировании всего внутреннего и внешнего государственного долга. Кроме того, советские представители отказались вернуть иностранную собственность, национализированную в ходе революции. Чем-то знакомым запахло, а? Реакция Антанты оказалась предсказуемой. С Советской Россией прервали все экономические отношения, а союзники сделали ставку на белых. Помощь была ограниченной, однако серьезные проблемы у советского правительства возникли. Итогом была тяжелейшая и разрушительная для страны гражданская война и массовый голод. Единственной, с кем впоследствии удалось наладить отношения, оказалась Германия. Москва отказалась от немецких репараций после Первой мировой, но утвердила за собой конфискованную собственность Германии и ее граждан. И хоть Германия была столь же нищей, сколь и Россия, это было лучше, чем ничего. Но в 1933 году к власти в Германии пришли нацисты, и Советский Союз оказался в изоляции. Самой большой проблемой стала невозможность перекредитоваться, а также выйти на западные рынки. Так, все в том же 1933 году СССР поднял вопрос о кредите в США в размере $1 миллиарда на индустриализацию. Американцы, поколебавшись, сказали нет. С доступом к мировому кредитному рынку государство действовало бы более уверенно и, вероятно, не пыталось бы использовать такой спорный способ изъятия товаров у населения, как коллективизация, которая нанесла тяжелейший удар по сельскому хозяйству. Да и в Великую Отечественную войну вступило бы более подготовленным в промышленном плане. В итоге, когда началась война, США таки согласились на помощь Союзу в виде поставок промышленного оборудования и продовольствия и других товаров по программе Ленд-лиза. Индустриализация была проведена, но много позже. Истинный масштаб последствий дефолта столетней давности неоценим. Но все последующие финансовые встряски и изъятие денег у населения страны, несомненно, относятся к таким последствиям. Еще с 1920-х, не имея доступа к зарубежным займам, правительство придумало, как брать деньги у народа. Пополнить скудный бюджет помогали облигации государственных займов, скупать которые население должно было в добровольно-принудительном порядке. Каждого гражданина страны, исключая детей, обязывали приобретать облигации в размере, равном 1 месячному окладу в год. Отдельных рабочих и служащих, как это называлось, подписывали и на 2 месячных оклада в год. Несколько по-другому подходили к колхозникам. Их заставляли платить дважды. Сначала индивидуально каждого, а затем брали деньги еще из колхоза в целом, не выдавая никаких облигаций. Что еще раз подчеркивало, что госзаймы не более чем дополнительный налог, который государство, особо наивным, обещало вернуть когда-нибудь. Но в 1956 году долг государства населению перевалил за 250 миллиардов рублей. Президиум ЦК КПСС, по сути, решил объявить в августе 1957 года дефолт по внутренним обязательствам. И если вам кто-то когда-то скажет, что облигации федерального займа – это самые надежные бумаги, так как их обеспечивает само государство, вспомните про этот случай. Министр финансов предложил по-большевистски раз и навсегда аннулировать все долги государства народу.
Однако загвоздка была в том, что годовой план был уже сверстан, и в нем предусматривались доходы от нового займа в размере 11,7 миллиардов рублей. А расходы на обслуживание госдолга равнялись 19,2 миллиарда. Так что в бюджете образовывалась дыра – 7,5 миллиардов. И закрыть ее предлагалось выпуском лотереи. Самым забавным было то, что лотерейные билеты, как и госзаймы, предлагалось распространять в добровольно-принудительном порядке. Предлагалось провести денежно-вещевую лотерею. Но, как обычно, на пути грандиозных планов Минфина встали реалии социалистической экономики. Выпустить сверх плана для лотереи 600 машин «Волга», 2000 москвичей, 9000 мотоциклов, десятки тысяч велосипедов, радиол, холодильников и стиральных машин советская промышленность оказалась не в состоянии. Иллюзию массовой поддержки создавал весь пропагандистский аппарат страны. В газетах начали печатать письма рабочих и даже домохозяек, горячо одобряющих решение партии и правительства не возвращать деньги населению. Но в реальности народ побежал в сберкассы снимать деньги. И люди не поверили в то, что правительство удовлетворится замораживанием облигаций. Не поверили граждане и в то, что государство когда-нибудь выплатит по облигациям хоть что-то. В красивые бумажки разрешили играть детям. Прошло несколько десятилетий, и о дефолте 1957 года стали забывать. Но народ по-прежнему толпился в очередях за хлебом, колбасой и всем остальным на свете. Дефицит был глобальный. Полуголодная, полуодетая, злая от нахлынувшей правды страна вкатывалась в 90-е годы 20 века. Пустые полки магазинов стали привычным зрелищем. Почти 300 миллионов жителей, за исключением тонкой прослойки партийной элиты, не могли обеспечить себя в достаточной мере продовольственными и промышленными товарами. Ограничение продажи качественного алкоголя заставило традиционно пьющих советских людей упрямо глушить все, что хотя бы отдаленно напоминало спиртной напиток, и безудержно спиваться от суррогата. Денежную реформу 1991 года обычно не называют дефолтом. Но, впрочем, и официально признать дефолт 1998 года правительство тоже отказывалось. Официальной причиной финансовой реформы называлась борьба с фальшивыми банкнотами. Неофициально необходимо было как-то изъять у населения необеспеченные товарами денежные средства. «Никакой подготовки к реформе не ведется», – уверяли министры. Несмотря на фотографии запечатанных новеньких банкнот в банках, которые получилось заснять журналистам. Доверия первые лица государства у рядовых советских граждан уже не вызывали. О будущей реформе подозревали все. Но никто не знал точно, когда и каким образом ее будут проводить. 22 января президент Горбачев подписал указ об изъятии из обращения 50 и 100 рублевых купюр образца 1961 года и обмене их на более мелкие банкноты или купюры нового образца. При этом обмен наличности в сумме до 1000 рублей, у кого больше идут нафиг, осуществлялся только в течение 3 дней с 23 по 25 января, а снятие наличности в Сбербанке ограничивалось суммой в 500 рублей в месяц. Самые сообразительные тут же в панике бросились спасать свои кровные. Кто отправлял перевод на имя жены на все паленые купюры, кто покупал несколько билетов на поезд или самолет на различные рейсы, чтобы потом сдать их за новые деньги. С утра 23 января в сберкассы выстроились гигантские очереди, в которых стояли делегаты от трудовых коллективов, отправленные менять деньги целых бригад. В очередях возникали потасовки, кому-то становилось плохо, но многие просто физически не смогли добраться от станка до своих тайников и кладов и до банка. Все, что люди не успели обменять, превратилось в бесполезные цветные бумажки. Очередной раз. Одновременно и вклады в сберегательном банке были заморожены. На них начислялись 40% годовых, но деньги можно было получить наличными только в следующем году. Но к тому времени инфляция в 2500% превратила их в сущие копейки. В 1990 году инженер получал 150 рублей в месяц, а в 1992 на эти деньги можно было купить полкилограмма сосисок. Цены выросли в 260 раз. С возвратом вкладов возникли проблемы.
Их несколько раз индексировали, но индексация была смехотворной. Правительство в очередной раз отказалось возвращать деньги гражданам. Это, пожалуй, уникальный случай, когда взять кредит или ипотеку было одним из лучших решений. И хотя ситуация уже давно изменилась и инфляция далека от тех значений, но до сих пор люди берут ипотеку, а не копят деньги именно по этой причине. Так, последствия дефолта в 1918 году дошли до наших дней. Дефолт по внешним обязательствам и международная финансовая изоляция привела к многолетнему, бесчестному отъему денег у собственного народа. Но, как вы знаете, на этом приключения российской экономики не закончились. В 1998-м нас ждал еще один дефолт. И случился он, как и в 1957-м и в 1991 году, не неожиданно и не в один день. И если бы люди интересовались информацией, они бы понимали, что происходит, и могли уберечь свои деньги. Как тогда, так и сейчас. Но о том, как начинался дефолт в 1998 году, чем он так похож на сегодняшний кризис, и почему в наши дни последствия могут быть в разы хуже, я рассказывала в отдельном ролике на платформе Boosty. Буду рада, если вы подпишетесь и поддержите выход моего контента. А для моих зарубежных зрителей я создала страничку на Patreon и буду рада любой поддержке. И также можете подписываться на мой телеграм-канал. Все ссылки будут в описании под видео. Спасибо всем и до скорых встреч!